Поляк никогда не заплатит больше, чем где-нибудь за забором. Здесь тоже зона ожидания для пациента. Каждый день зубы едут к нам сюда. Бухгалтер ошибся. Ну так получилось. Никакой ответственности. Меня зовут Рахим Мустафа, я стоматолог-хирург. Меня зовут Леонид, и я заместитель главного врача клиники Миста Дент Варшава. Меня зовут Алена Кириченко. Я исполнительный директор всей сети. Польский язык медицинский – это вообще другой. Самый главный инструмент в стоматологии – это фотоаппарат. 800 тысяч может колебаться, где-то так. Друзья, всем привет! Сегодня говорим о стоматологическом бизнесе в Польше. Рядом со мной Евгений, основатель компании, кейс, который мы будем сегодня разбирать. Что нужно, чтобы открыть этот бизнес в Польше? Какие инвестиции вас ждут? Ну и самое главное, подводные камни. Всем привет, wszystkim честь. Меня зовут Евгений Гайзадуб. Я основатель компании Миста Дент, родом из Украины, родом из Харькова, любимого. Мы сегодня в Польше поговорим о том, как нам, украинцам, быть успешными, быть лучшими и показать, собственно, даже полякам, как можно работать и как развиваться даже на их территории. Собственно, будет круто, присоединяйтесь. Это одна из наших локаций, где мы принимаем наших пациентов. Пациент сразу попадает в большой просторный холл, который еще является и такой выставкой. Здесь находятся картины, находятся скульптуры. Большая и просторная зона ожидания для пациента, где он может выпить чай, кофе, воды, какие-то прохладительные напитки. Здесь ресепшн, здесь находится наш администратор, ориентир, чтобы пациент всегда видел, куда он приходит. Здесь тоже зона ожидания для пациента. Это является такой достопримечательностью этой клиники. Здесь зачастую наши врачи проводят повторные консультации для пациентов, так как первый раз пациент приходит всегда на первичный осмотр и сбор данных, а повторная консультация – это уже презентация плана лечения. И зачастую врачи проводят здесь эту презентацию и показывают пациенту, как будет выглядеть план лечения в дальнейшем. Пойдемте дальше. Мы из Харькова, клиника Миста Дент. Мисто – это город по-украински. И, собственно, вся философия там, где мы находились, она была связана город в городе. Это определенный мир, который мы строили. Это бизнес-центр Миста, клуб Миста, спа Миста, определенная сфера обслуживания вокруг клиентов наших и связанных с другими направлениями услуг. Да? И, собственно, вот в Харькове мы отстроили эту систему, город в городе, и потом мы дошли до того, что у нас и в нашем этом мире города в городе было достаточно много приезжих пациентов. У нас на момент войны около 50% пациентов это были уже приезжие, и мы рассматривали дальше экспансию, скажем так, нашу за рубеж с точки зрения более понятной логистики для наших пациентов. 3, 4, 5 лет назад мы стали уже достаточно успешным, известным брендом в целом. Произошло определенное событие, как бы мы выехали, и самое большое нас отличие, наверное, от многих здесь, мы выехали с частью команды. С частью команды, это была наша цель, мы выехали с семьями, со всей, скажем так, мы не собирались так быстро и так масштабно. Ну, понятно, определенные обстоятельства, война подтолкнула к тому, что это нас на самом деле подтолкнуло, потому что мы планировали, мы думали, это как-то было в нашей стратегии развития, так, когда-нибудь потом начнем. Мы там Может немножко... быть, когда-нибудь. Валовый приход может быть колеблется где-то 500-800 тысяч может колебаться, где-то так, по двум локациям, по клиникам. Получается 500 000 где-то плюс-минус. Ну, где-то 600 тысяч в среднем, 600-700 где-то, да. Ага, даже в ту сторону, 600-700. Да, где-то от 500 до 800 где-то я вот А говорю. примерно расходная часть? Общая, это Да. рентабельность вы имеете в виду. Да. Но рентабельность где-то, смотрите, кстати, тоже интересный момент. В Украине мы привыкли к рентабельности 30% где-то. У нас достаточно хорошая была высокая рентабельность при системном бизнесе. То есть понятно, что, знаете, у нас вообще в Украине привыкли, что ты в небольшие кабинеты, ты пришел, отработал, все в карман положил, и у тебя там рентабельность Быстрый кэш, 50%, да, там. Но в системном бизнесе в Украине, в принципе, в стоматологии где-то считается, что 25-30 это как бы, ну, ок, это очень это хорошо. хорошо, Это хорошо, да.
В Польше, сразу хочу сказать, считается хорошая рентабельность это 15%. Вот хорошая рентабельность, я вот, кстати, у партнера спросил, когда начинал, ну, там, где в компании, где мы сотрудничали, какая ваша цель, какая, говорю, рентабельность вы бы, вот это от поляка, это фидбэк от поляка, какую вы рентабельность хотели бы получить? Это собственника хорошей компании, хотели бы. 15%. То есть, вот это классика. Ну, я вам так скажу, скорее всего, он вам соврал. У него 5% рентабельность, а он такой посмотрел, думает, с этими ребятами я 15 сделаю. Вот, не, я говорю, это хотели бы, вы хотели. это хотели бы получить. То, что я вижу по стоматологическим бизнесам в Польше, общаясь как бы с польскими коллегами и так далее, у них 10-12% колеблется, это вот как бы норм, ну типа норм. Ну, украинскому стоматологу, там, владельцу клиники скажи, он в обморок упадет. Он посмеется тебе в лицо. Да. Платите налоги? Конечно. И вы Главная знаете, пауза, да? мы платили и в Украине, и продолжаем платить, но здесь Польша по-другому. больно? Польша больно или нет? Ну, больновато. Больнее. Непривычно больновато. Понял. Будем искать анестезию тогда. Да. От польских налогов. У нас на канале можно ее найти, кстати, эту анестезию. СИТ платите? Нет, смотрите, да, мы, кстати, хотим уходить на эстонский СИТ. Интересно. Такая тема, Классно. да. У нас есть видео на канале как раз. Да, мы хотим уходить в следующем месяце, и тогда мы будем, наверное, по налогам, ну, понятно, в официальной всей плоскости экономить. Как бы. Да. Ваша рентабельность какая? 10-15? Я вам скажу, что мы бьем рекорды, у нас рентабельность под 17%. Где-то 100 рентабельность, да, самого бизнеса. Ну и с этого надо еще заплатить СИТ, который СИТ это налог, корпоративный налог. Да. И для этого вы сейчас хотите перейти на эстонский ЦИТ. Абсолютно верно. Чтобы я для людей объясню, эстонский ЦИТ это возможность платить или не платить, либо платить налог, короче, один раз в конце года, либо вообще его не платить, а переносить. Там, реинвестировать, да, там, оставшуюся и сумму. мы достаточно много инвестируем, потому что мы инвестируем сейчас как раз в строительство, в оборудование новое, и будем дальше масштабировать, планы такие есть. Да. У нас был длинный достаточно путь, и вообще почему было принято решение именно Польши, потому что на тот момент нам предложили польские партнеры сотрудничество, и в общем-то Польша, потому что на тот момент Польша предлагала, ну как нам казалось, наиболее простой и лояльный способ легализации именно медицинских сотрудников, то есть врачей, то есть подтверждение дипломов. У нас путь здесь начался с большой партнерской клиникой, польской, общемедицинской. Для зрителей это интересный такой кейс. Нас будут смотреть люди, которые не только там стоматологию в Польше хотят запускать, это там реабилитация, хирургия, это ну, конечно, медицина в целом. Конечно. Вы интересную стратегию придумали, по сути, взять партнера, проводника, который может вас ускорить, да, и как бы вывести. Но я так понимаю, что что-то пошло не так. Расскажите. Это так сложилось, я бы сказал. Я не то, что даже... А у нас, наверное, не было другого варианта. В чем сотрудничество? У вас какое-то долевое участие было? Или как? Я сейчас объясню. У нас была история следующая. Во-первых, я не просто сказал о руководителе компании, о собственнике наших партнеров, партнерской компании, что их еще месседж был вначале нам помочь успешному... За счет войны, да, абсолютно верно, да, как, конечно, потерявшим свой дом, обрести, скажем так, новую возможность какую-то и просто как помощь. Это потом там мы дальше уже пошли, какие-то процессы обсуждали. Но первое, да, и, конечно, возможность какая-то потом создать совместный какой-то успешный там бренд, партнерский и так далее. Вначале это было, и мы поставили определенные характеристики, сколько мы видим себе зарплату может получать сотрудник наш, там, в зависимости от ассистента, ну, понятно, позиция, администратор, врач, да, понятно, без каких-либо там привычных наших зарплат, которые были, ну, вообще собственниками были, мы заходили как просто врачи, ну да, как руководители, но как врачи. До декабря 2022 года мы, в принципе, работали на зарплатах, у меня зарплата была как врача, ставка, и как управляющего, да, также у моей супруги, ну, она врачом не работала, она сама врач тоже по образованию, много лет проработала, но несколько лет уже занималась в системе управления, там, менеджментом и так далее. И это была очень серьезная подушка безопасности и помощь, действительно помощь. И на тот момент времени эта польская
компания, польские коллеги, партнеры, которые, так скажем, протянули руку помощи, они помогли нам тогда закрыть очень большой объем вопросов, то есть, которые именно были связаны с началом работы в Польше. Мы не понимали, с чего начать, мы не понимали, что делать. Они помогали на каждом этапе, начиная с оформления документов, то есть даже просто получения песелей. Это было полное сопровождение. Они помогали нам искать квартиры, они помогали оформлять документов, они подсказывали, помогали, где нужно, как там перевести документы, куда подать, что подготовить, какой список там документов, что заполнить, какие заявления, как правильно это отправить, потому что есть такие моменты, что там из серии конверт неправильно подписал, да, либо письмо уйдет не туда, дойдет, или еще что-то, да. Когда нужно было активно захватывать рынок, заниматься пиар-компаниями, рекламными кампаниями, у нас уходило очень-очень много времени на согласование каких-то деталей. Поэтому, когда мы эту всю историю презентовали, да, хорошо, работаем, занимаемся, но мы столкнулись с такой, что поляки не готовы, с кем мы работали, не готовы нам были дать, возможно, где-то поверить, возможно, не хотели нам давать какую-то полную самостоятельность свободу, такую, да, потому что были, да, визионер, вижу, да, верю, работаете, а на месте, да, мы сталкиваемся с операционными управляющими, все вот эти бесконечные 350 согласований в день, можно то, можно это, возьмите то, сделайте туда. Смотрите, мы, в принципе, заходили изначально на тех условиях, что мы именно команда Мистедент. Но мы работали у них в клинике, у нас была своя форма, то есть с нашим логотипом, но мы работали, так сказать, своей командой, но под их брендом. Мы с ними продолжаем сотрудничать, мы с вами поедем на вторую локацию. Ага, там, и вот та локация. Там будет бренд их, да? Абсолютно верно. Это наш ресепшн, наши девочки-администраторы. Сюда приходят пациенты, их регистрируют, заполняют анкету здоровья, все необходимые документы. Также после приема их здесь рассчитывают. Мы подробнее это вам потом покажем. Пойдем дальше. Здесь зона ожидания для наших пациентов. Как вы можете заметить, она меньше, чем на предыдущей локации, но здесь и по размеру меньше клиника, на меньшее количество кресел, соответственно, на меньшее количество людей. Поэтому для пациентов этого вполне хватает, точно так же, как и на прошлой локации. Чай, кофе и напитки мы предлагаем для наших пациентов. Идемте дальше. Здесь у нас кабинет с компьютерным томографом для того, чтобы проводить дополнительные исследования наших пациентов. Так же, как и на прошлой локации, немножко меньше по размеру, потому что на меньшее количество пациентов и кресел рассчитано, но такая же стерилизационная комната, как и на прошлой. Заглянем еще в один рабочий кабинет. Пойдемте. Отлично, вы досмотрели видео до этого момента, значит, вам реально интересна тема бизнеса в Польше. Если так, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш канал. А если вам нужна профессиональная регистрация компании, ИП, ведение польской бухгалтерии или консультация по запуску бизнеса в Польше, внизу под видео вы найдете все необходимые ссылки. Любая стройка, любые согласования, любые проекты, особенно в санстанции Польше. и так далее. Это длинный процесс. Мы согласовывали проекты 4 месяца. Вот ежедневно, нанимая специальных людей, которые этим занимаются, платя большие деньги за это. Здесь проекты стоят в 4 раза больше, чем если там в евро-долларовом эквиваленте, если относительно Украины. Потому что здесь, да, ты можешь начать, это уже немножко, да, мы добавляем рекомендации. Если ты здесь начнешь строиться, у нас можешь построиться и потом решать согласовать. И так, как правило, делается, так в разы быстрее. Так, собственно, в Украине, да. Конечно, я не могу сказать, что в Украине у нас нарушены какие-то правила. Нет, мы в соответствии, но это процессы можно параллельно решать. Здесь, если я слышал о нескольких ситуациях в Варшаве, в частности, в Польше, о том, что были
по медицине, по стоматологии есть определенные требования. Ну, определенные требования. Давайте конкретно. Вы имеете в виду климатизацию? Наличие... Санэпид? Да, санэпид требования, абсолютно. Санэпид. Определенные, они и у нас как бы есть. Но то, что мы с вами проговорили, у нас можно какие-то Ну, моменты. вы знаете требования в Украине, вы просто сразу делаете. Абсолютно. А потом на готовое Или получаете. параллельно, как бы, да. Да. Здесь есть, они отличаются от украинских требований, это первое. Поэтому совет сразу же узнавать о всех специфических требованиях полностью, проконсультироваться с Санэпиду. Санэпиды, и эта информация достаточно доступна о том, какая специфика для открытия стоматологии, какие требования, какие помещения нужны. Очень мало помещений, очень мало, на самом деле не так много, как кажется, которые подходят просто к тебе для открытия бизнеса, да, по Санэпид требованиям. Это первое. Второе, я уже начал говорить о том, что многие вот так вот строились, параллельно что-то делая, а потом никогда не открылись. Никогда. Им не дали разрешения Потому открыть. что им Санэпид отказал, да? Абсолютно верно. И ничего ты сделать не можешь. А помещение ты же не можешь, условно, потолки поднять вверх. Ничего да, ты сделать не можешь. У нас Поэтому такие есть кейсы по ресторанному бизнесу. вот абсолютно верно. Абсолютно Там с верно. вытяжками Поэтому проблема. нужно, знаете как, 7 раз отмерить, 1 раз отрезать. Вот 7 здесь тысяч. офигенный вот этот ресторан, прямо напротив нашей локации, офигеннейший просто, балканской кухни. Кстати, Ага. вот, если будете когда-нибудь еще, это будет Я, время. по-моему, тут ужинал, да. Здесь Хаяты, я же говорю, Хилтоны, и вот такая у нас тут пациенты здесь селятся спокойно, будут селиться. Они даже, которые ко мне приезжают туда, они сейчас здесь селятся. Мы искали, конечно, такой топ of the top, как бы, потому что, ну, для наших А пациентов... чек здесь будет такой же в этой? Под одним брендом я и с таким думаю, же чеком? да, я думаю, что да. Когда вы свою локацию уже открывали, с чем вы столкнулись? Какие были проблемы, которые вы решили? Да, я уже начал говорить о том, что есть вопросы с поиском помещения, это очень важный момент. Про вентиляцию я начал говорить о Да, том, про что вентиляцию, да, это важный очень момент, потому что должны быть отдельная приточно-вытяжная вентиляция, не связанная с остальным вот зданием, потому что нельзя медицинские отходы, говорю, отработанный воздух сбрасывать в общую систему. Это важные очень моменты. А так как в центре, например, все новострои, и при этом нельзя вешать кондиционер какой-то свой там вентиляционный на фасад здания, поэтому это либо должно быть заложено изначально строителями, ну, при проектировании, точнее, архитектором при проекте здания, и таких... Двойная вентиляция, Да, да, абсолютно, такая? двойная вентиляция, конечно, да. И должен быть индивидуальный канал, вент-канал индивидуальный. Это далеко не во всех помещениях это есть, поэтому вы должны, ну, нужно это учитывать и не так просто найти уже помещения, которые будут этому соответствовать. Здесь мы взяли 4 вент-канала, и мы по 2 в каждом. У нас 2 помещения, каждое по одно 120 метров, второе где-то метров 90. Мы вышли на площадь где-то 210-220 метров. Вот здесь. Да. И это посадочных сколько мест еще раз? 3? У нас Нет, 5 тут кресел планируется. тут должно быть 5 кресел. Здесь планируется 5 кресел. У нас в Харькове, в принципе, похожая история, тоже на 230 метров у нас есть клиника, 5 кресел. Конечно, все в притирочку. Это не те размахи холла будут и так далее, но это будет спейс, это цифровой проект будет, как бы в нашей философии, в нашей концепции. Да, еще интересный момент, смотрите, мы столкнулись здесь, это такая тема, как кауция. Да. Ну, как-то в Украине... Расскажите людям, да, Да, смотрите, надо быть готовым. У нас здесь арендованное помещение, потому что в этой локации, уже говорил, что вот жилые квартиры, если покупать, то стоят в районе 7 тысяч евро метр. Ну, можно умножить, это нужно 1,5 миллиона евро для того, чтобы мне выкупить это помещение. Это такая очень серьезная инвестиция, это без дальнейших, да, ну, и пока не готов и наверное, и не нужно это. Кстати, вот хороший вопрос. Аренда или покупка, да? Мы шли по пути, даже вот у нас наша основная локация в Харькове, откуда мы стартовали, где основной у нас около 1000 метров, в бизнес-центре. Мы выкупали там помещение, выкупали. Если бы мы были в аренде, было бы более маневренней. Вроде бы как бы это стабильно, вроде бы нужно хорошо подумать, потому что стоматологический бизнес при создании хорошей, крутой клиники тебе нужно крепко инвестировать. Что с кауцией? Сколько здесь кауции? 2 месяца кауции? Да. Смотрите, здесь нет. Кауции здесь
полгода, 6 месяцев. Ого, Да, мощно. да. И там тоже 4, по-моему, Месяца, или наверное. 5 месяцев. Очень длинные, они кауцы берут длинные. И это надо сразу быть готовым, ну, в общей То есть, сложности. условно, на- 6 тысяч помещение здесь, да, выходит? Или В сколько? месяц, да. Да. 6 тысяч умножаем просто на Ну, где-то 6. в районе 40 тысяч евро мы кауцы внесли. Отдали на хранение. Да, Окей. да, ну да, это чтобы вы понимали, ну там есть еще тема, кстати, когда у тебя компания, в принципе, поработает полгода-год, ты можешь перекредитоваться, кауца и в банке, как бы перестраховаться, точнее, это застраховать как бы имущество и перед арендатором, и, соответственно, сделать возврат своих средств, которые получены на кауце. Но для меня это было открытием, что сразу же нужно просто в одной локации заморозить 40, в другой, в третий. В Там итоге, 40, там 50, да. Да, и ну, где-то около 120 тысяч евро вот у нас просто заморожено, нужно на это рассчитывать. Поэтому даже когда ты заходишь в аренду, ты должен понимать, у тебя должны быть деньги. Это четко, как бы, тут без этого ты никуда не сдвинешься. Как бы. У нас 52 страницы был договор аренды, Ну да. но в котором прописано все, потому что центр Варшавы застроен крупными застройщиками, и говорят, что Меница Групп, например, это государственная часть здесь большая есть. И они очень четко все регулируют и прописывают, и любые, как бы, с ними нужно согласовывать, вы должны рассчитывать, что ты будешь согласовывать твои действия, но это нужно, это важно и тебе прописать в договоре, когда ты с инстанцией, ты потом идешь к арендодателям и с ними еще проговариваешь, что ты будешь, как ты будешь менять Ну, понятно, помещение и так включая далее. там фасад, не фасад. Все, очень много деталей, прописывается все. Но при этом, если у тебя все прописано правильно, ты будешь работать в правовом поле, ты будешь понимать, что и где. Свои права и Да, обязанности, и, конечно, ты застрахован тоже от каких-то вот... Окей, а как быстро да. вы собираетесь это помещение окупить? То есть, условно, 50 тысяч там, или 40, да, у нас в кауции лежит. Капитальных 3 инвестиций. года. Сколько еще Мы планируем капитальных 3 инвестиций? года где-то окупить за 3 года. У нас договор аренды на 5 лет. Вот смотрите, тут есть какие моменты. Договор аренды на 5 лет с продлением еще на 5. То есть С правом это продления, С правом да? продления, да. Ну, как правило, тут так это работает, и, как правило, грубо говоря, 10 лет у тебя. Оно приоритетно, право продление идет, да, и автоматического, скажем так, продления до 10 лет, да. В чем плюс, когда ты, грубо говоря, не так арендуешь, как мы сейчас уже готово арендуем, потому что ты же еще, когда покупаешь оборудование и так далее, ты же потом, и когда ты инвестируешь в оборудование, ты же по большому счету потом его, скажем так, возвращаешь через амортизацию. Тоже есть механизм вот этот возврата через амортизацию, и ты возвращаешь и свои инвестиции, и ты те инвестиции, которые ты делаешь, ты по большому счету их возвращаешь. И строительство тоже. Есть система, если правильно оформить бухгалтерию, все, то, соответственно, ты получишь возврат средств. Это первое. Второе. Касаемо инвестиций, ну, нужно понимать, где-то в районе 170 тысяч евро, где-то 200 ты должен готов будет вложить в оборудование, чисто С в учетом, оборудование. если вот у нас такой кейс и такая, Да. в таком состоянии Да. помещение. Да, ну само оборудование, я сейчас говорю о самом оборудовании. Почему? Потому что мы делаем все по последней технике. Да, у нас там один компьютерный томограф получается 1060 евро. Плюс, ну, понятно, что ты можешь не поставить томограф, купить там только установки, например, делать прицельный рентген и на этом Понятно. закончить. Ну, все равно, чем больше в уровень, тем да, то есть получается где-то до 200 тысяч евро ты должен готов быть инвестировать в оборудование. Это раз. В ремонт, соответственно, ну, я думаю, где-то 1150 евро ты должен тоже инвестировать, чтобы сделать хороший кейс, как бы, помещение. Вот, в принципе. Ну да, вот нет смысла снимать в такой локации место и делать не плохой ремонт, Абсолютно или верно. делать не какой-то дешевый сегмент. Да, почему мы вот здесь, да, именно такая локация, То такой есть долгий итого где-то в поиск. 1300, да, это встает? Да. Сколько примерно точка безубыточности в месяц по локации? Точка безубыточности, ну, я думаю, что где-то мы считали нормально, чтобы вот прям было
350 где-то тысяч нужно Злотых. злотых, да. 350 тысяч в месяц надо просто генерить, чтобы локация работала в ноль. Да, Всё, вот что такая, сверху, да, вот отлично прям вот, да, зарабатывает. прям чтобы, да, 300-350. И это со средним чеком, вот если прям взять средний чек, понятно, кому-то чистка, кому-то имплантация, но если усреднить, есть такое понятие? Да, конечно, средний чек у нас есть такое понятие. Я думаю, что где-то у нас средний чек в районе 1500-2000 злотых. Ну, я хотел 2000 назвать. как Где-то в районе положить. 2000 злотых, да. Со средним чеком 2000 злотых. Команда состоит из 100 человек в общем, а в Варшаве, именно в Польше, 35 человек. У нас работает в команде 2 хирурга и 2 топовых. Я не называю, что первый и второй. У нас 2 топовых хирурга. Они из Харькова, достаточно известные ребята. Причем Артур, легендарная известная личность, проводил и курсы, и обучающие семинары различные для других врачей-хирургов. И, собственно, наиболее сложные истории, такие как сегодня удалили, сегодня же поставили имплантанты, сегодня же прикрутили зубы, то есть пациент уже просыпается с улыбкой, уходит домой. Это как раз-то вся история про Артура и про его работу с нами в команде и сейчас здесь. Да, и на каждый день у нас работает доктор Рахим. Меня зовут Рахим Мустафа, фамилия Бакуми. Я стоматолог-хирург. Меня зовут Леонид, и я заместитель главного врача клиники Миста Дент Варшава. Меня зовут Алена Кириченко, я из Харькова, работаю в Польше больше года, в компании Миста Дент уже 7 лет. Начинала свой путь как администратор ресепшена, потом была старшим администратором. Я исполнительный директор всей сети центров стоматологии Миста Дент, как в Украине, так и в Польше. Меня зовут Евгения. Основное мое направление работы – это лечение каналов под микроскопом. Чем вы занимаетесь здесь? Давайте начнем от такого, от простого. Зубы мудрости. Это, Да. скажем Обожаю, так, обожаю. Не то, что обожаю, но мы их Не, удаляем. я обожаю. А, вы обожаете. Да. Я их удаляю. Импланты устанавливаю, вот, костные пластики, все, что, одним словом, все, что связано со скальпелем, с шитьем, с разрезами, все делаем. Наращивание кости, там, пластику слизистых, вот это все мое, все, что связано с кровью. Здравствуйте, меня зовут Виктория, я сама из Украины, со Львова, мне 23 года. В компании Миста Дент работаю уже больше 7 месяцев. Я администратор. Здесь, в принципе, есть мое рабочее место. Тут садятся пациенты, они заполняют анкетки, потом проходят зону ожидания, мы приглашаем их, предлагаем кофе, чай, и они ожидают свою процедуру. Окей, что у вас тут по гаджетам есть? По гаджетам это, конечно же, компьютер с нашей программой, терминал. Очень классная, интересная штука, это контроль рабочего времени наших сотрудников. Мы, если вот так вот приложим, я начала рабочий день, и фискальный аппарат наш. Соотношение где-то у нас в целом, в принципе, 1 к 3, то есть доктор и количество людей, которые сопровождают все процессы, умножаем на 3. Нужно сразу понимать. Представьте, получается, доктор, кто это еще? Помощник, да, его, наверное? И ассистент. Ассистент. Я работаю уже много лет, я работаю, да, коротко скажу, да, являюсь собственником бизнеса, главным врачом. Супруга мне отвечает больше за менеджмент, то есть она, грубо говоря, старший менеджер, можно так сказать, да, помощник, у которого исполнительный директор, вот Алена, вот сегодня общались. Также у нас в каждом филиале, в каждом отделении есть там свои администраторы, свои управляющие. То есть У нас есть в структуре старшие администраторы, есть администрация рецепций. Меня зовут Катерина, здравствуйте. Я старший администратор клиники Миста Дент в Варшаве. Это рабочее место администраторов. Мы здесь встречаем пациентов. Работаем с программой FelgDenk, где ведем записи пациентов на прием, расчет, заполняют врачи здесь карты. Мы видим здесь полную историю платежей и приемов пациентов. Есть
колл-администрирование. У нас отнесено, у нас на рецепции звонки входящие не принимают. У нас есть колл-центр, в котором работают девочки, колл-администраторы, да, которые принимают звонки в целом по всей сети, и их дальше уже перенаправляют. Есть девочки, которые занимаются на соцсетях, на мессенджерах. Маркетинг, получается, да? Есть, понятно, маркетологи, есть команда. Кто-то сосредоточен на контексте, кто-то Facebook, там, Instagram и так далее. Телеграм-каналы. И вот получается по Польше И плюс, 42 человека. да, я еще, да, и я, например, работаю с 2 ассистентами, я начал говорить, потому что у меня, как правило, один ассистент — это доктор, будущий молодой доктор, который выполняет часть, может выполнять врачебных процедур простых каких-то, и, соответственно, еще ассистент ассистента со средним медицинским образованием. Плюс цифровая зуботехническая лаборатория, она и во Львове, плюс сейчас современная зуботехническая лаборатория, это каткам-оператор может находиться в любой точке мира. То есть, по большому счету, у нас есть даже сотрудники, которые работают, когда скидываются цифровые данные в аккаунт пациента, виртуальные модели проектирования пациента осуществляет один там вообще в другом городе находится, потом это перебраться, старший моделировщик, он находится он может не привязан, может дома сидеть на коленках моделировать. Ну, я условно говорю, да, имея компьютер, как бы это IT по большому счету, с медицинским образованием, да. И потом это сбрасывается на фрезеровку или на 3D-печать, уже непосредственно производство происходит. В оффлайне печатается и доставляется. Абсолютно верно, абсолютно верно. Мы сейчас, двигаемся, я коротко об лаборатории, да, мы движемся к тому, чтобы получить и сделать лабораторию в Польше уже отдельно, то есть там на Украину, здесь масштабировать на Польшу, для того, чтобы все-таки, есть вопросы с логистикой. Что в вашем бизнесе понимание полной загрузки? Да. Принятая модель работы врачей, скажем так, и по законодательству, и в целом по нагрузкам, это 6-часовой рабочий день, потом пересменка и вторая смена. Потому что стоматология и медицина, в частности, это повышенные нагрузки, естественно, и есть определенные регламенты работы и так далее. А в Украине такие же регламенты? Да, плюс-минус такие же. Плюс-минус такие же. Я не знал про 6. Я знаю, у дальнобойщиков, знаете, у них же тоже есть ограничения. Конечно. Что у них нагрузка, и мы обслуживаем клиентов. И в медицине 6-часовой должен быть рабочий день. Смотрите, здесь же... Эффективный рабочий день. Эффективный рабочий день. Здесь можно еще сказать такой момент, что по законодательству в Польше о цифрах, 160, Алена мне подскажет, 168 часов нормой является, нормой работы ассистента является 168 рабочих часов в месяц. Поэтому мы стараемся придерживаться этих моментов и, соответственно, но, во-первых, знаете как, в Польше уже в 5 часов никого нет, называется, в пятницу особенно, и потом суббота-воскресенье, праздники и вся эта история. На самом деле, это наша глобальная разница. Украинцев мы привыкли фигачить от заката до рассвета, от заката до забора, я говорю, от рассвета до забора. А здесь, и есть чему, наверное, в этом плане тоже поучиться. Это в чем у нас разница с польскими врачами и в целом, работниками. В том, что у нас работа все-таки на первом месте, а потом семья и потом свободное свое время. А у них европейцев наоборот, ценности, это и есть европейские ценности, да, но поэтому мы их, наверное, и показываем, как можно работать. Не ценят очень рабочее время, вот когда польский доктор, например, приходит в польскую клинику устраиваться на работу, он начинает с отпуска, когда он будет, абсолютно верно, да. А у нас другая устроенность, когда приходит, а сколько я готов фигачить, наоборот, сколько хочу я смогу больше. заработать, если я буду работать. Да, но при этом, я вам скажу, интересная история. Да, студент может дать такую загрузку, что мама не горюй. Где-то через месяц, недели через 3, все, не могу. Пойду в польскую контору работать, отдыхать, да? И я вам скажу, есть еще один момент очень важный. Сейчас, если сказать о польской специфике и о цифрах, о процентах каких-то
ну, во-первых, врачебное направление, оно, как правило, принято, когда врач получает, да, ассистенты это почасовка, администраторы почасовка, да, можно каким-то администратором, старшим администратором, там, каким-то менеджером, это KPI может быть, да, там, ставка может быть, уже какой-то бонус, да, 3 части, да, как правило, в зарплате. У сотрудников, которые могут влиять на процессы, это ставка, KPI, то есть успешность, эффективность его работы, когда определенные критерии оценки. И третье может быть бонусная часть. Да? У ассистентов, как правило, это два момента. Да, это либо часы, либо какие-то могут быть бонусы, если там он супер человек там и Проявил себя, да? Да, проявил себя, да. А у врачей другая история. У врачей это в целом, это в мире, это процент от выполненных работ, от объема выполненных конечного работ. результата. Да, может быть у каких-то направлений, там, где затратная часть большая, вычитаются затраты, и потом получается процент затрат, либо там у терапевта, как правило, там просто ложится на часть от выполненной работы. Да. В Польше огромнейший средний сегмент. Ну, я так всегда говорю, они построили социализм, а не мы, когда строили при Советском Союзе. Ну, да. И слава богу, что мы тот социализм не построили, это понятно. Грубо говоря, мы возьмем из 100%, я так навскидку, 70% это средний класс. Да, у нас может быть там 30% средний класс, а остальные в разбеге. Разбросаны. Да, здесь другая история. И что самое интересное, то, что для меня было большим удивлением, если вы возьмете анализ клиник стоматологий в Варшаве, и вы посмотрите, что разбег между цифрами на услуги он не более 30%, не более. То есть у кого-то будет, грубо говоря, какая-то имплантант, я условно в цифрах, да, у кого-то имплантант будет стоить 4500 злотых, а у кого-то он будет стоить 6. Нет, 3200. Вот так. Вот, нет, вот реально. Все. У нас может имплантант стоить у кого-то, грубо говоря, там, если мы говорим в евро, у кого-то может стоить 250 евро, а у кого-то может стоить 1500 евро. 1500. Да, конечно, а может и 2. Вот я знаю в Украине клиники, которых там 2, например. За такой же точный имплантант у кого-то там 300-400 евро будет такой же точно стоить, например. То есть разбег в разы. Здесь такого нет. Здесь есть, как говорят, средняя по больнице. И зайдя, мы находимся в классной клинике, общаясь с властниками этой клиники. Это вы сейчас про поляков? Да, про поляков. Мы много с ними об этом говорили, об этом изначально. Я, во-первых, удивился, что мы заходим сюда с большей ценой. Мы, украинцы, заходим, и мало того, в Украине у меня цены были выше до войны, но если мы говорим о евро-долларах, если перевести их в валюту твердую, да, условно говоря, цены были выше, чем здесь, как бы в центре Варшавы и в Харькове. И у меня далеко не самая, скажем так, с точки зрения, наверное, финансово высокий прайс, далеко не самый в Украине, например. Потому что здесь рынок устроен таким образом, что у всех плюс-минус средняя. Даже крутая, там, классная, инвестированная, упакованная клиника, она будет не сильно отличаться от клиники, которая находится где-то в спальном районе, условно там в полуподвальном помещении. Вот для меня это было первый такой шок. Вот для меня просто был шок. Когда я задал вопрос, говорю, у вас же вот как бы все, вот же как. Они говорят, да. Говорят, а мы не можем больше цену поставить. Я говорю, почему? Да, слава богу, здесь нет финансового мониторинга, я имею в виду в плане цен, потому что в очень многих странах, кто столкнется, почему это плюс Польша, есть определенные государства регулируют, рекомендуют, не просто рекомендуют, а настойчиво рекомендуют, понимаем, что такое настойчиво рекомендует, придерживаться определенной ценовой политики, сколько должна стоить услуга. Да? Например, во Франции такая история. И во многих других странах. Здесь этого нет, здесь рыночная экономика, это плюс Польша, да, но при этом тебя ограничивает рынок просто. Ну да, и культура потребления продукта, культура потребления. Поляк никогда, вот слушайте, никогда не заплатит больше, чем где-нибудь за забором, как бы это ни выглядело. Для меня было удивительно в этой клинике, вот, например, лечатся, там приходят у наших партнеров, да,
приходят очень известные поляки. Здесь вот вы видели салон, там, где делают парикмахерские услуги и так далее. Здесь очень известные личности приходят, различные там актеры. Там, И цена тоже не космическая, да? не Как у нас космическая, была бы в Украине. не космическая цена, абсолютно. И так вопрос в том, что вот приходят и, например, происходит презентация плана лечения, там продажа, ну, я имею в виду с польскими коллегами, и вот, ну, это от властников, да, история, да. 20 раз люди, очень богатые люди, обеспеченные в Польше, да, вот как раз здесь, да, это не средний пришел пациент, например, и он все равно по каждому пункту он задать вопрос, почему это столько стоит, почему это стоит дороже, чем вон там вот, и так далее, и так далее. У нас мышление у пациентов другое. Они, если видят уровень, сервис, технологий и так далее, он готов за это платить, потому что это лучше, он это видит, и он это чувствует, и он готов как бы взять себе эту услугу за другую цену. Поляк не готов. Поляк не готов. Вот это одно из важных моментов. Возможно, пока не готов. Возможно, его нужно этому научить. И я думаю, что украинцы не только в нашем бизнесе, я думаю, что украинцы и в других сферах услуг уже учат. И какой у вас средний чек? Итого? Набросайте цифры, то есть если взять там условную имплантацию, какую-то чистку зубов, лечение. Смотрите, имплантант у нас стоит в районе 4000 злотых, это премиальная система имплантантов, там Нобель, Штрауман, это премиальная система имплантантов. Гигиена это средние цены, примерно это средние цены? Да, это средние цены, да. Где-то, так как мы работаем только с самыми современными технологиями, у нас нет металлокерамики, уже условно устаревшие технологии и так далее. Это безметалловая керамика у нас стоит от 2 до 4000 злотых, в зависимости от эстетических предпочтений пациента. Есть там зубы с высокой эстетикой, максимально, где еще там 3D это раскрашивание. Сам зуб, который сам зуб, да. имплант. То есть сама керамическая коронка, в среднем это где-то 2800 злотых, 2-2800 злотых, это за керамическую коронку, там, накладку и так далее. А 4000 это с работой или без? С работы, конечно. Это же с работы в этом бизнесе Конечно. Нет, у нас нет. Да, это если коротко о стоматологическом бизнесе, бывают такие моменты, вот есть имплантант стоит столько-то, плюс работа. Нет, мы так не работаем, я считаю, что мы продаем продукт. Это одно и то же, что в ресторане ты будешь говорить, так, заплатите вот сами продукты стоят столько-то, а я еще за приготовление беру во столько-то. А за вилки я возьму еще. Да, есть такое, да, ты там приходишь со своей рыбой, пожалуйте мне, такое может быть. Ну да, но мы же не в Таиланде, да. Нет, это ты платишь за комплекс. Итого, условно, имплант может стать во сколько? В 6,5? Имплантант в общей сложности где-то может стать 6-7 тысяч где-то злотых. Это самый современный имплантант, плюс керамическая коронка, циркониевая, индивидуальная, там, естественно, и так далее. Где-то так, да, примерно вот так. Ну да, это средняя цена по рынку такая прям. Да. Но при этом уровень у вас будет получше. Что еще по ассортиментной матрице и по цифрам? Чистка зубов, что еще вы делаете? Мы делаем, в принципе, наверное... Только на языке пациента сейчас скажите. Да. Мы делаем профессиональную гигиену, то есть чистка зубов. Но я на самом деле очень не люблю слово чистка зубов, потому что это бытовое, да, но это целый комплекс мероприятий, которые мы делаем пациенту, и мы показываем, чем мы отличаемся от других. Вот этот комплекс, грубо говоря, называемый по-простому чистка зубов, то профессиональная гигиена, он стоит в районе 400 злотых для пациента, весь вот этот комплекс. Реставрация на зуб прямая, пломба в бытовом называется, где-то получается в среднем 350-500 злотых. 350 злотых, это сколько у нас сейчас? Это у нас где-то 80 евро. Удаление зубов начинается от 300-400 злотых. И если сложный ретинированный зуб, то есть восьмерка лежачая, которую во сне мы удаляем, она может стоить где-то 1200 злотых. Это одна из самых сложных хирургических манипуляций. Вот такой разбег где-то получается. Окей. Плюс ортодонтия у нас очень развита, мы очень хорошо, у нас был и есть, в принципе, ортодонтический центр в Харькове, специализированная ортодонтия, и обучающие там программы были, и, собственно, презентация всяких историй пациенту и их реализация. Брекеты и лайнеры сейчас очень сильно появилась. Это капы? Да, это система прозрачных кап, которую мы, собственно, проектируем. В чем, опять же, разница нас от других? Потому что мы
конкретно я советую, да, когда вы будете строить какую-то свою модель, если это будет какое-то масштабирование, то желательно, чтобы все вот эти продукты были не по аутсорсу, а все-таки интегрированы. Тогда легче коммуникация и создание успешных решений, быстрых и успешных решений без цепочки каких-то посредников. Да. Так вот, также точно мы элайнеры проектируем у себя, и, собственно, цена начинается от 6 тысяч злотых до 18 тысяч злотых, где-то у нас разбег по элайнеру в зависимости от сложности кейса. Это наш основной хирургический кабинет, в котором проводим дентальную имплантацию, удаление зубов, различные хирургические решения, кюретажи, пародонтологические операции. В чем плюс вообще здесь оборудование, которое, собственно, мы используем? Здесь кресла Айдеки, это штатовская фирма, штатовская компания. Самое большое преимущество — это кресла. Эти кресла особо мягкие, они широкие, и, собственно, достаточно долго пациент может в них находиться, не испытывать дискомфорта, и в этом, конечно, самый большой, наверное, плюс. Понятно, что иногда хирурги при микрохирургических операциях могут использовать микроскоп. Понятно, что у нас есть это стандартная история про современную хирургию, физиодиспенсер от компании WNH. Понятно, что при пародонтологических историях, связанных с хирургией, мы используем. Подключается у нас бывает очень часто, что в одной операции может участвовать 3 человека. Это пародонтолог, хирург-пародонтолог, хирург-имплантолог. Иногда это будет 2 в 1, у нас отдельно, у нас гигиенист-пародонтолог. Отдельное направление, узкое, чего, кстати, в Польше практически нет, потому что у них, как правило, общие специалисты, да, а у нас все очень узкие специалисты. У нас даже терапевт, эндодонтист, это только на микроскопе работает и только с с каналами, которые на эндо. Да? Терапевт, реставратор занимается все, что выше канала. Хирург-имплантолог занимается своей историей. Хирург-пародонтолог, гигиенист занимается своей историей. Но при этом, когда у нас там пациент, особенно во сне, когда комплексные какие-то решения у нас под седативными историями, может сразу же работать одновременно 3 специалиста, такая врачебная бригада, понятно, что им ассистируют и анестезиологическая бригада может ассистировать по каждому направлению ассистента. И, тут целая такая. Здесь плюс большой кабинет, наиболее проветриваемый. Здесь полностью можно открыть, если нужно. Понятно. Вентиляция сверху, да, климатизация тоже. Абсолютно. Есть. Здесь на самом деле в этом здании очень круто продумана вся эта история, потому что владельцы здания, изначальные собственники, да, они со всей душой и философией делали не только там интерьеры, эстетику, а функционал. Я, кстати, нигде не встречал, при этом имея несколько клиник и в Украине, и бывая в других клиниках, я не встречал настолько продуманную систему, скажем так, биофильтрации, подачи тепла, охлаждения, вентиляции, подогревы полов. И вся эта история действительно как себе дома, при этом соблюдая все, конечно, медицинские стандарты. В каждом кабинете, конечно же, есть компьютер, без которого, да, жизнь сейчас невозможна. У нас есть сервер, все компьютеры взаимосвязаны между собой, где передается вся информация касаемо записи пациента, создания счетов, записи о заполнении карт, ежедневной работы, диагноза и так далее, и так далее. Потому что программа для Польши, которая подвязана к информационно-медицинскому порталу Польши, официально, где мы ведем всю документацию. Существует на рынке Польши несколько программ, которые лицензированы, естественно, и разрешены Министерством здравоохранения Польши, где, собственно, все данные хранятся у них на сервере. И, соответственно, мы выбрали для себя наиболее подходящую для нас программу, которая дает много возможностей, в том числе и как CRM-программа, и в том числе инструменты для колл-администрирования, связи с колл-центром, где можно отгружать данные, получать вот эту перекрестную аналитику, скажем так. И вот Fieldent, наверное, одна из самых распространенных, то, что я сейчас вижу, в таких передовых
клиниках. Да, на каждом компьютере у нас есть камера, есть микрофон в этой дополнительной камере. Мы очень много общаемся с пациентами онлайн. На сегодняшний день 80% пациентов у нас приезжие, это которые не находятся в Польше, это пациенты со всего мира, потому что мы принимаем украинцев и мы работаем для украинцев. И, соответственно, очень много пациентов и первичных обращений, с которыми мы проводим онлайн-консультации, либо повторный пациент прилетел сегодня, улетел, собрали данные, это как раз-то фишка Мистодента. Это фишка Мистодента, это создание виртуального пациента, когда мы забираем данные из пациента, компьютерная томография, цифровое сканирование, мы дальше я покажу, цифровое сканирование полости рта, фотопротокол, основные данные, то есть то, что внутри и внешне пациента, мы объединяем, создали проект «Виртуальный пациент» и, собственно, по нему презентуем потом, нам уже пациент не нужен, вся команда ортопедов, хирургов, пародонтологов и так далее включаются в работу, плюс каткам операторы. Это, наверное, одна из самых важных комнат потайных в каждой клинике. Можете заходить. Где, собственно, обеспечивается безопасность наших пациентов. Ну, так называемая стерилка у нас называют, да, комната или помещение для стерилизации инструмента, обработки. Мы максимально к этому относимся серьезно. Видите, здесь 3 автоклава, каждый выполняет свою функцию для того, чтобы быстро обеспечивать между пациентами обработку инструментов. И, собственно, это термодезинфектор, то есть первично попадает инструмент на термодезинфекцию, первичную обработку, грубо говоря, посудомойка, медицинская посудомойка. Потом после мойки она попадает, если это мелкий инструмент, есть ультразвуковые ванночки, в которых происходит отработка, скажем так, от какого-то налета, мелкого инструмента. И после этого инструмент запечатывается, после мойки запечатывается в запечатывательной машине, либо в этой. Клеится, печатается стик, когда обработка осуществляется, и, соответственно, непосредственно уже в автоклавах происходит автоклавирование инструмента и материалов, и потом они поступают путем, кстати, вот это аппарат для стерилизации наконечников, то есть это непосредственно консулок по-польски, тот основной инструмент, который мы работаем во рту пациента. В среднем автоклав где-то стоит 6-7 тысяч евро каждый, конечно. Это нет в стоматологии что-то дешевого. Милаг, например, вот такой стоит Милаг, термодезинфектор в районе 12 тысяч евро. Сейчас мы находимся в нашем рентген-кабинете. У нас рентген-аппарат Sirona, Dentsply Sirona. Это является одним из самых таких современных, самых низкочастотных, низкорадиоактивных рентген-аппаратов, которые предназначены для полной диагностики пациента. Что на нем можно сделать? На нем можно сделать как и классический стандартный панорамный снимок, обзорный прямой снимок, по которому мы можем, это как визитная карточка пациента, на котором мы можем в целом определить, какие участки, где нам нужно более детальнее рассмотреть. Либо же более глубокие исследования, это там цефалометрия плюс компьютерная томография, также тут есть отдельный комплекс для телерентгенографии. Кабинет мой любимый, потому что это мой кабинет, кабинет врача-ортопеда. Я главный врач клиники, да, я собственной клиники, и при этом я врач-ортопед-стоматолог. Да, у меня есть ортодонтическое образование, хирургическое образование, но основная моя миссия это протетика. Это, собственно, то, зачем к нам приходят люди. Они приходят к нам за зубами, за улыбкой, и вот, собственно, мы этот процесс и рождаем. Это наши молодые доктора. У нас такая интернациональная команда во главе с украинцами, но в команде с белорусами. Да, здесь спасибо, любезно пациентка разрешила сейчас в присутствии как бы снять. Да, сейчас идет процесс диагностики, цифровой диагностики. Это один из элементов диагностики, про который я проговаривал. Это получаются цифровые модели. Я напоминаю, у нас нет такого понятия, как оттиски, как гипс, как слепки, силикон. У нас бессиликоновая стоматология. Это одна из фишек, почему нам удалось здесь запустить процессы. Потому что
в синхронности с лабораторией, которая обрабатывает все данные и работает в Украине, все данные улетают в виде файлов, и, собственно, да, это получается, мы получаем цифровые модели зубов. И в завершении, ребята, хочу сказать, что я правильно понимаю, вот это вот модель 3D-сканера? Да, это T-Shape 4, мы сейчас... Это наш клиент. Да? Мы им открывали компанию в Польше, да, если я не ошибаюсь, это же наш Это клиент. датская компания. Ну, они просто представители, у них филиал, они топовые в Украине Да. и в Польше тоже. Да. Ну это вот на самом деле по Как всему зовут, миру. ты не помнишь клиента? Вы знаете, что самый главный инструмент на сегодняшний день в стоматологии это не сканер все-таки. Самый главный инструмент в стоматологии это фотоаппарат. Потому что с этого все начинается. Если ты овладел фотосъемкой правильно, это дает тебе, потому что любой зуб, он привязывается к лицу. И это, скажем так, модель, вокруг чего все строится. Ну да. Сюда непосредственно мы попадаем в то отделение, где находятся наши кабинеты и где наши врачи принимают пациентов. Здесь у нас 4 кабинета. Они все, в принципе, похожи по стилю, потом позже мы посмотрим, что там внутри. Здесь у нас есть такая панель DentalBot. DentalBot. Что это такое? DentalBot — это самый современный визуализатор комплексного либо же частичного плана лечения для пациента. Он помогает нам доступно объяснить, какие процедуры будут делаться пациенту, либо что его интересует. Тут достаточно все максимально просто, максимально укомплектовано и максимально визуализировано для того, чтобы пациент мог понимать, о чем в целом говорит стоматолог, потому что иногда это бывают слишком заумные слова, условно, наглядно для пациента, что происходит бурение и вживление дентального импланта. И после этого через переходник такой ставится зуб, прикручивается. На визуализации это все становится проще. Достаточно легче найти коннект, тот самый между пациентом и доктором. Еще зона ожидания для наших маленьких пациентов, то есть они могут здесь провести время. У нас есть отдельно врач узкоспециализированный, который занимается только лечением деток. И, конечно же, ортодонт. Ортодонтия, она очень пользуется популярностью у детей и у взрослых. Да, пластинки. Вот, поэтому есть дети, их не такой большой процент, как был в Харькове, но, тем не менее, все равно детей мы принимаем. Ты умничка, открывай ротик. Все, дыши носиком, расслабься, все, уже наплакались, хватит. Давай. Щекотно было? И когда приходят детки, ну, допустим, приходит семья на прием, там двое деток, один на приеме, второй ждет, и чтобы их как-то занять, они могут поиграть на этой панели. Здесь я хочу показать учебный центр. На самом деле это очень крутой учебный центр для молодых специалистов, то есть здесь можно проводить обучение, вот такая практика, фантомы, и они раскладываются, и доктор, молодой интерн может здесь тренироваться для своей будущей работы. А это помещение ваше или это тоже тут Нет, уже это было не оборудовано? Это не наше помещение, это было оборудовано. У меня вопрос вот по поводу самого оборудования вот этого, это чье? Это тут было? Это тут все было. Тут да, все было. Это тут все ага, было. то есть вы, ну, как раз в тему своего бизнеса пользуетесь мощностями. Да, и у нас в Харькове тоже был учебный центр. Учебный центр – это способ вам для привлечения сотрудников, либо учебный центр – это способ как дополнительного заработка, расширения ассортимента? С какой целью учебный центр Дополнительного существует? заработка, расширения ассортимента, но и в то же время нашим сотрудникам это дает Повышение возможность квалификации, учиться, да, повышение квалификации, Окей. конечно. Получается, врачи приходят, начинающие или повышающие квалификацию, садятся, здесь какая-то есть лекция, там, наверное, или там, да? Да, здесь, наверное. да, да. И все, и они, получается, могут здесь работать. То есть они могут препарировать, делать реставрации, устанавливать коронки, ну то есть как будто визуализация ротовой полости пациента. И они могут тренироваться для того, чтобы потом такие же реставрации художественные делать уже пациенту. Мы понимаем прекрасно, что на сегодняшний день это как совет, ну, может там, да, совет у нас может быть в конце и по ходу, да, но я коротко. Смешивать, наверное, на сегодняшний день польских пациентов с украинцами в долгосрочной стратегии построения бизнеса и именно такого качественного системного бизнеса, наверное, неправильно. Мы для себя видим сейчас, что для поляков нужно строить
польскую немножко модель. Конечно, с нашим пониманием уже там спустя какое-то время Год, польского да? Год, клиента. получается? Да, получается год, да, ровно год как раз мы с вами, да, Символично, да, Рик, как да, раз. символично, да, как мы здесь ведем деятельность. И, соответственно, для украинцев, как бы это когда-нибудь, наверное, когда мы подтянем польских клиентов обучим его ценить те услуги, зачем он к нам пришел и что мы можем ему дать, скажем так, и сделать из него вот этого требовательного пациента, требовательного клиента, который будет готов платить за тот сервис, за те услуги и понимать будет, зачем ему это надо, тогда, возможно, когда-нибудь это может быть слияние, и это долгосрочная стратегия. Да? Мы драйвовые, мы любим Space, это не просто Mr. Space, мы любим скорость, украинцы все делают на вчера, а полякам это не нужно. И, кстати, этот момент, если ты говоришь, что ты зубы сделаешь на завтра или на послезавтра, то, что мы делаем сегодня, да, мы сегодня можем пациента отсканировать, подготовить и завтра сдать там 10 виниров, или послезавтра, например. Поляки... Это супер скоростя для Польши. Они не понимают, что они думают, что ты им что-то втуливаешь, что ты ему что-то даешь, они привыкли ждать, wait. У них это связано с самой медициной, самой системой медицины. Допустим, в Они Польше... привыкли ждать. Да, они привыкли ждать, и они к этому относятся нормально, да. Они вот это и в Германии, это и здесь, это термины, это они привыкли, что через месяц значит что-то не так. И вот эти все очень многие моменты они даже не оценят никогда. Они подумают, что что-то какая-то неправильно. Это вот подобные истории. Что по количеству клиентов, по количеству лидов? Да, по воронке продаж, если вот пройтись. Смотрите, еще раз проговорю, что мы работаем на сегодняшний день с украинцами со всего мира, с украинцами со всего мира. Может, где-то по общей сети у нас генерация происходит где-то 500, 600, 700 первичных заявок в месяц, это которые имеется в виду, которые обрабатываются уже. Процентов где-то 70 это дошедших, где-то процентов 70 дошедших, то есть да, у нас воронка формируется там, понятно, сколько там десятки тысяч, на кого мы, кто просмотрел, там, грубо говоря, 500-700. Это охваты, да, это пиар. Охват, да, 500-700 уже конкретно записалось, не позвонило, а записалось, то есть где-то примерно я по цифрам говорю, где-то в этих пределах, и потом по Варшаве на сегодняшний день, наверное, это где-то 50% от общей сети в Украине и здесь. Окей, а если взять по гео самих людей, сколько из 100% клиентов в Варшаве, сколько из них живет в Польше, а сколько приезжает? Вы часто говорите, что они как бы приезжают. Откуда? Да, у нас процентов, я думаю, что процентов где-то 30 пациентов, ну может быть 40 пациентов, это варшавские, польские пациенты, ну и я бы сказал, не сказал даже не варшавские, польские пациенты. Польские, да, то есть в Варшаву можно в центре. Да, можно и процентов, наверное, 60 у нас приезжих все-таки. Куда они едут? Вы знаете, удивительно рядом, но очень многие пациенты прилетают просто на один день, просто чтобы сделать, диагностику, например, даже просто фотографии сделать. Кто-то приезжает просто на гигиену, кто-то прилетает, например, с Англии, очень много с Англии, очень много с Великобритании, буквально даже просто гигиену сделать. Вот просто им дешевле получить то качество, тот результат, просто прилететь на гигиену, сделать профессиональную чистку, по большому счету, да, они прилетают сюда и возвращаются потом этим же днем в Великобританию, например. Прикол. Много, прикол, да, интересно. и это практически каждый день такие пациенты. Вот и мы понимаем, что нужно думать изучать польского все равно клиента, изучать портрет польского клиента, при этом ориентироваться дальше на тех пациентов, которые здесь давно живут, которые, да, они украинцы, но они уже, можно сказать, либо поляки, либо уже норвежцы, либо они, там, датчане, это украинские датчане там, и так далее. Вот, по сути, вы построили весь бизнес на украинской диаспоре. Абсолютно верно. То есть текущий бизнес работает просто на украинской диаспоре. Абсолютно. Окей. Для меня был некий шок. Я привык, что у нас... Сейчас будет рубрика «Польская бухгалтерия», да, я понял, да? Да. Для меня был шок, что, во-первых, я привык, что у меня, если бухгалтеры работают со мной или в команде, это люди, которые могут что-то посоветовать, подсказать, оптимизировать, конечно, предвидеть и так далее, стратегию какую-то помочь. А в Украине еще и предсказывать умеют. Предсказывать, да. Что-то порешать могут, какие-то вопросы помочь, да, в Украине. А здесь это просто независимый человек, который, ты ему платишь деньги, у тебя есть с ним договор,
вроде бы тебе кажется, он должен тебе помогать и отвечать, а ты ему что даешь? Вот даешь правильно, неправильно. Происходит такая история, что в итоге ты сам дурак. Если бухгалтер ошибся, так получилось. Никакой ответственности. Вот мы столкнулись, я коротко... А были бухгалтерские ошибки, да, какие-то? Глобальнейшие были ошибки. В целом, посыл какой? Вам придется разбираться в польской бухгалтерии. Вам придется разбираться в польском законодательстве. Я в Украине, у меня была команда, где особо, извините, я не парился, я доверял, у нас есть юрист на обслуживании, там, который стоит по сегодняшний день, да, там есть юридическая компания, которая нас обслуживает, разбирающаяся в медицинском праве. Есть бухгалтерия, которую я знаю, разбирается все, я вообще, даже не думал об этом, и вообще в операционную туда не нырял и не вникал. А здесь я понял, что если ты не будешь здесь разбираться, или не будет очень близкий того человека, который глубоко будет знать бухгалтерию, то ты накроешься медным тазом очень быстро и получишь штрафы, и закрытие деятельности и так далее, и так далее. Здесь нужно будет очень-очень внимательным, поэтому 200 раз нужно вникнуть в эту всю историю. Окей, давайте. В компании есть человек, который определяет, вы, собственно, с ними общались изначально. Собственно, я сейчас за Сергея вспомнил, потому что я с Сергеем общался пару раз. Да. Я не помню, покупал на консультацию, по-моему, даже у нас. Может и нет, но не суть. Определена форма собственности была путем рекомендаций. В данном случае я могу сказать, что здесь я обладал не очень большой глубиной знаний, тем более в польском законодательстве, естественно. И это была как бы рекомендация. Но тут дальше могу сказать почему спулка была выбрана не другая форма. Я вряд ли вам качественно отвечу, но хочу сказать, но я могу сказать, что это, наверное, самая распространенная форма компаний в Польше. И хочу сказать, что здесь мы работаем основные в медицине, в стоматологии, основные формы, в которых, как правило, сотрудничество осуществляет наемных сотрудников. Это либо умовозлецение, так называемое, либо и сотрудничество с индивидуальным предпринимателем, с деятельностью Jednoosobowo. Мы уточнили ставку 14% для jednoosobowej działalności, которая с вами работает, от оборота они платят. Плюс там есть еще ЗУС, но это другие видео на канале смотрите у нас, чтобы люди как бы для себя могли прицениться по всем расходам. Вы для сотрудника, который по ЕДГ работает, вы ему помогаете с бухгалтерией, кто платит налог? Он сам за себя платит, либо вы? Ему помогает наш бухгалтер. Это в рамках нашего договорителя. Кто налог платит? Он платит. Он платит налог? Платит. Но вы ему просто... Мы платим его сумму, которую он заработал, я имею в виду, на какую выставлен был счет от него. И, соответственно, от этой, и мы просто помогаем с бухгалтерией, но платит фактически он. Окей, все, зафиксировали. Ну, а те, кто на умовозлицении, они как бы, вы с ними как естественно наемные сотрудники. Да, абсолютно. У них в чем разница? У нас, если гигиенист – это врач, а здесь нет. А здесь это они заканчивают там двухгодичные курсы, и ты получаешь диплом гигиениста, да? То есть у нас здесь комбинированная схема. Кто-то на умовозлицении. Да, мы с Сергеем это обсуждали. У нас есть и на умове о праці. То есть я в своей компании работаю, и моя супруга работаем на умове о праці. На час неокрещенный, да? Да. Итого по сотрудникам, вы говорите, ЗУС. Сколько ЗУСа? Где-то в районе 70 тысяч мы... Это как раз врачи, 12 врачей вот этих, плюс вы там. А какой взаиморасчет и условия по тем, у кого jednoosobowa działalność? Они сами ведут бухгалтерию свою и налоги Мы помогаем платят. в бухгалтерии. Помогаем в каком плане? Мы координируем, потому что это чужая история для наших тут украинцев. Чуть-чуть же сложнее в Польше даже. Да, мы просто помогаем. У нас есть бухгалтеры, которые мы пока по аутсорсу. Пока ты к этому придешь, к пониманию, как правильно, во-первых, спросить мало у кого. Мало кто с тобой поделится этим. Это Б. Это А, это Б. Да, мало это кто Б. поделится. Третье. У нас специфическая ситуация. Дело в том, что трудоустройство и легализация в Польше у нас осуществляется на основании спецзакона. Спецзакон в медицине и в лекарской деятельности имеют свою особенность. Есть два варианта работы, получения, скажем так, возможности врачом в Польше. Первое – это классический путь
нострификации диплома, Который длится 1-2 года, да? у кого как получится. Да, если ты на постоянно хочешь основе здесь оставаться, то это нострификация диплома называется. Нострификация. Да, там надо допроходить некоторые часы, которых у тебя, допустим, не Часы хватает практики и всего остального. Плюс полноценно выучить польский язык и сдать эти все экзамены. Там, по-моему, польский на B2. Да, надо но знать. это как минимум занимает, как бы я узнавал на будущее, минимум 2 года. То есть это делать параллельно, допустим? да, ну конечно. Вот, допустим, получил ты разрешение на 5 лет, да, ты можешь себе работать и параллельно готовиться к этому. Подтверждаешь, грубо говоря, свой диплом, но ты пересдаешь экзамены, проходишь весь путь экзаменации, естественно, на польском языке. Да. Польский язык медицинский, это не просто польский, Да, он это сложный. вообще другой. Это вообще другой. То есть то, что ты знаешь польский, абсолютно не обозначает, что ты знаешь польский медицинский. Ну, это вообще не связанные между собой явления даже. В польском медицинском языке нет латыни. Мы все заканчивали университет, мы учили на латыни, а у них нет латыни. У них Да, все это- названия специфические. Да, у них все названия именно на польском языке. Да. Если Украина заимствует слова, допустим, переводя их с английского на наш просто лад, Абсолютно, очень часто, да, или там абсолютно. латынь, то здесь все Ну, есть международные признанные названия. Ну, есть как бы термины, да, там термины, какие-то. которые международные все везде поймут, в Польше нет. Да, но в Польше тупо польское слово под это есть отдельное. Это Отдельное прикольно. слово, да. Кариес, например, называется трухавка, ну и так далее. Как Ну, бы. чего стоит крингосуп? Да. Поэтому это специфические названия, которые просто нужно выучить, знать, и тогда ты можешь сдавать, естественно. Ну, это не просто, это путь. Это Ну и серьезный польский путь. на B2 надо знать. Что насколько. раз говорю, ты можешь сдать польский на B2 и не сдать экзамен, не зная польского медицинского. Да, Поэтому есть абсолютно. отдельные курсы, обучение и так далее польского медицинского. Окей, это одна история, которая Это была одна как бы история, но когда ты постепенно. получаешь, в чем плюс? Когда ты получаешь польский диплом, во-первых, ты 3 года отработать должен в Польше. И потом ты, в принципе, можешь работать, да, ты по польскому диплому можешь на всей территории Польши работать. После этого, через 3 года, отработав в Польше, ну, тебе как бы Польша дала образование, но это, в принципе, во всех странах есть определенная политика, и она правильная, потому что инвестиция есть в образование, в образовательные процессы, а потом через 3 года ты можешь в любую страну мира, там, где признается польский диплом. А польский диплом — это европейский диплом, А значит- и, соответственно, во всем мире, да. Но там же тоже свой момент, если ты потом поедешь там в Германию, Францию, Испанию, например, работать с польским дипломом, через 3 года ты все равно там должен сдать язык. Язык. Ну, Конечно, ты ж без особенно языка- Немцы очень любят язык свой. и- Абсолютно. Ты без языка не сможешь, все равно, даже имея польский диплом, но если ты не сдал Обслуживать, язык, конечно, тебя не пустят. Что со спецуставом? Да, по спецзакону. По спецзакону украинцы подают документы в министерство. Есть определенный перечень, список, я не буду его перечислять. Это есть на сайте, можно зайти на сайт Министерства здравоохранения Польши. А я украинский стоматолог. Что нужно, чтобы можно было легально работать здесь как стоматологу? Ну, во-первых, чтобы была вся документация, которая вам выдана была после окончания университета, то есть там Образование. диплом должен быть, там документы специализации, трудовая книжка должна быть, все выписки. Как долго разрешение, кстати, ждали вот это? от министерства? Ровно 3 месяца, знаете. Я рассчитывал, блин, что это будет быстро. дольше, но четко 3 месяца, вот перед Новым годом оно пришло. и- Сейчас, конкретно сейчас говорят, что рассматривается быстрее, чем когда мы подавали, по В начале причине войны. того, что, да, ну потому что все-таки уже кто хотел, мог и кого вынудила ситуация выехать, они уже выехали. Рассматривают, дают дополнительные вопросы, задают, какие-то им еще документы дополнительные нужны, у тебя еще какое-то время уходит. И, грубо говоря, в цифрах там, ну, наверное, месяца 4, 5, 6 сейчас, а у нас там уходило, ну, 8 месяцев тогда. Ну, я там с супругой чуть быстрее получил, кто-то из сотрудников почти до года это растянулась история вся. То есть берут пакет 6-8. документов украинских, переводят их на присяжным переводом на польский, Да, подают их в в Министерство министерство. здравоохранения, да, получается? Да. И просто ждут 6 месяцев. Да, просто вопросы возникают на тех этапах, когда они просят донести какие-то документы. А, например, какой-то документ, то есть я не представляю, что они могут спросить. Самой большой проблемой столкнулись, что просили расшифровку по количеству проведенных часов по каждому направлению в университете.
Ага. А просто из-за того, что как бы все архивы сейчас, ну, большинство закрыты, достать эти справки практически невозможно. А если эти архивы еще находятся на оккупированной территории, то Это это нереально, как бы... да. Если их там ракета не спалила, то... Да. Да, и после этого ты получаешь децизию, то есть децизия по-польски решение о возможности заниматься деятельностью, медицинской деятельностью, лекарской деятельностью на территории Польши на 5 лет. В классике они идут на 5 лет. При этом у кого-то они могут указать, это, как правило, у молодых сотрудников, обращайте внимание на это, Вы имеете в виду в контексте реального возраста или опыта? реального возраста и опыта от окончания университета. Не реального возраста, а от опыта медицинской практики. От Окей. опыта медицинской, не возраста. Может быть, в децизии написано, что 3 месяца ты обязан отработать под контролем польского специалиста, врача определенной категории, и потом ты можешь работать уже сам. Второй вариант, они пишут, что 5 лет все ты будешь работать, если у тебя, ну, судя по всему, они это оценивают по квалификации твоей, там, по твоим первичным исходящим документам, типа, и ты все 5 лет должен работать под надзором польского лекаря. То есть вы пошли по второй схеме за... Ну, по спецзакону, конечно. Да, по спецзакону. Да. Это только для украинцев? Это только для украинцев, да. То есть, получается, это окно возможностей? Да, которое, это окно возможностей. Скорее всего, закроется. Конечно, конечно. Как минимум, когда война закончится. Конечно. Да, единственный тут момент о трудоустройстве, о модели трудоустройства, это ты не можешь, устраиваясь врачом, ты не можешь работать как деятельность единоособово. Да, ты не можешь, ИП, да, как ИП, именно врачом. Ты можешь только ассистенты и администраторы могут работать. Это вот такая специфика. То есть спецзакон не позволяет тебе трудоустроиться по B2B. По B2B, да. Кстати, еще момент. После того, как ты получил децизию, этот момент я не проговорил, после этого ты должен еще зарегистрироваться, получить номер лицензии в органе местного самоуправления, медицинском органе, называется изба лекарская. Да, ты потом туда уже с децизией идешь со своим решением, опять подаешь новый набор документов, весь, они опять пересматривают, опять тебе говорят, что принести, и потом ты получаешь уже так называемый НПВЗ, номер права выполнения завода, то есть номер права заниматься профессией, ну, завод, да, профессия это польский, да, и это так называемую лицензию. Там тоже ждут несколько подводных камней, ты должен к этому быть готов, потому что там нужно заново документы, и там есть еще комиссия, которую ты должен пройти, проговорить на польском языке какие-то моменты, именно, ну, это в виде собеседования. Типа и не все этого проходят. Не все это проходят. Еще в этот момент я важно... Собеседование на адекватность, да, какое-то? Нет, собеседование на польском языке, хотя бы базовые вещи ты можешь по-польски говорить, что ты сможешь общаться с пациентом, и на какие-то простые вещи. Это не совсем экзамен, но не все его далеко проходят. Получается, для стоматологического бизнеса в Польше... Это для медицинского в целом. Для медицинского тебе надо обеспечить легальность работы сотрудника и легальность работы как бы компании. Компания же не получает никакой лицензии на стоматологические услуги. Нет, ты регистрацию просто проходишь. Ты делаешь полкузов, которые виды деятельности... КВЭДы указываешь. указываешь. Компания, получается, на абсолютно. помещение, у нее нет там, как в транспортном бизнесе, нужно транспортную лицензию получить. Вот смотрите, кстати, плюс в Польше, хочу сказать по отношению к другим странам. В Польше стоматологию, клиник, и не только стоматологию, любой медицинский бизнес может открыть важный момент. Любой предприниматель. Даже без образования. Не будучи, в Италии, во Франции. В Германии, Италии и Франции ты только стоматолог, нострифицирован, ну, соответственно, с дипломом европейским, назовем это европейским, но который котируется в этой конкретной стране, только он может быть. И в этом есть, наверное, плюс. Это, кстати, вот момент еще, немножко 5 минут потратим. В этом, наверное, есть плюс, какой-то плюс для частных, маленьких, небольших предпринимателей. Как, собственно, мы можем наблюдать, это маленькие кафешечки в Италии, там, во Франции, да, семейные бизнесы, они процветают и пахнут. Это основа там немецкой экономики, например, или французской экономики. В
Польше немножко другая история. В Польше история о том, что каждый, кто предприниматель, у кого есть пул коттеджа ЗОО, например, он может регистрироваться, получать квет там на медицинский. Другой вопрос, что он должен там уже соблюдать, что у него должны работать польские врачи. Но чисто технически я открыл компанию. Абсолютно, вы можете быть, стоматологическую. конечно. Я открыл стоматологический Да. бизнес, купил у вас там франшизу, да? Да. И нанял себе 10 поляков, у которых есть Абсолютно. польское образование и Да. все. Да, конечно. Ну, это классно, Да, это в странах Польша можно- по-прежнему да. окно в Европу. Да, потому что других вариантов, а в других странах это невозможно. Ну, это просто невозможно. Да. То есть либо на какое-то нужно подставное лицо, грубо говоря, но это уже совсем другая Ну, история. это начинается Ну, какие-то риски номиналы и все вообще. остальное. Да. это слишком сложная история. Абсолютно. Но при этом это тянет побочную историю в Польше. Это как раз-то о том, что мы говорили о крупных игроках на рынке. То есть почему там это так работает? Это по большому счету антимонопольная история. Ну да. А здесь это не работает. И на сегодняшний день почему в польском сегменте, в котором мы работаем, в частной стоматологии, там, приватной стоматологии и так далее, стоматологии, ну, крутой, классной стоматологии, сейчас идет стагнация, я об этом говорил. Потому что крупные игроки, которые зашли и им дали возможность, они вышибают мелких предпринимателей. Объемами, И поэтому ценами, объем демпингом, они демпингуют достаточно сильно. Есть еще, кстати, момент, да, они предлагают врачам очень высокие проценты зарплат для того, чтобы прибрать к себе врачей. Это, с одной стороны, это плюс большой, ну, для врачей, конечно. Я бы сам бросил и пошел на 50% работы. Они предлагают 50%. Считали о цифрах. Это, думаю, это интересно, вот о цифрах. Уровень рентабельности, это посчитали даже не только мы. Есть тут, скажем так, трудовые, как бы, собрания трудовых коллективов. Спилки, да, такие? Спилки такие, которые предприниматели в Польше, да, с которыми мы дружим, тоже общаемся, какую-то информацию получаем. О том, что уровень, если ты платишь врачу выше 40%, все. Ну, это ноль, это В все. целом ты не можешь То есть у тебя зарабатывать, 40% это вот где ты можешь вот эти вот там 10-7% болтаться. Ну, если ты, конечно, все. Вы знаете, в бьюти-бизнесе тоже похожая цифра. То есть если ты выше 40 начинаешь платить бьюти-мастеру своему, то все, тоже математика уже вообще не бьется. Вот Она как и бы так да. там тяжело бьется. Они предлагают 50% некоторым врачам. То есть они их перекупают, да? Абсолютно. А врачи приходят и типа, ну, как бы я меньше, чем за 45 вообще никуда не пойду. И в итоге, на самом деле, от этого пострадают все. И страдают в Польше итогу, все. ну да. По итогу, да. Потому что это тупиковый путь. Это тупик просто. Чем мы, например, можем выиграть? А потому что мы даем при нашей модели достаточно большие объемы. Да, мы никогда не дадим, ну, я не дам врачу такой процент. Не потому что я не хочу, потому что я понимаю, я посчитал. Ну да. Ну, я посчитал, это невозможно просто. Поэтому считайте, если вы даже суперзвезду хотите взять на 50%, все, ну, забудьте, это не о бизнесе. Это просто потому, что сказать, что у меня есть стоматология. Мне не интересует, сколько вы хотите процентов. Типа сколько денег вы хотите Это зарабатывать? по итогу. Самое 15 главное тысяч, результат. 10 Ты тысяч, можешь да. иметь 50% и заработать там, например, там 10 тысяч злотых. Ну, как пример, да? При этом ты можешь иметь 30% и заработать 20 тысяч злотых или 30 Ну да, тысяч злотых, да. например. Когда у тебя забит график, когда ты работаешь полностью заполнено, ты работаешь в крутой команде, у тебя хорошая конверсия, обеспечена пациентами, кросс-передачами, там, у тебя все это машина работает, тебе интересно, ты развиваешься и не забиваешь голову, сколько ты процентов получаешь. Потом ты заработал там 20 тысяч злотых или 30, ну, это хорошая зарплата, Ну в да, нетто я имею в виду, в Польше, и, собственно, вот тебе как бы и работает. Поэтому, ну, ты должен это показать, ты обязан, если ты это должен обеспечить. Возможно, не сразу, но если ты сразу дашь 50%, ты никогда уже оттуда не слезешь. Все, никогда. Ну да. Что бы вы посоветовали от себя тем, кто планирует начать, расширим чуть-чуть, медицинский бизнес в Польше? Ребят, я думаю, во-первых, вы для себя должны определить, как в любом бизнесе, вначале скажу, как в любом бизнесе, для себя должны определить нишевый сегмент. В каком сегменте вы будете работать? Премиум, средний, либо эконом-сегмент. Это первое. После определения сегмента, понятно, вы вначале определяете, конечно же, вначале, чем вы будете заниматься, вы определяете потом сегмент, потом вы определяете локацию,
локацию бизнеса, потому что понятное дело, что эконом-сегмент здесь, ну, это не та история, да. Здесь должен быть выше среднего, ближе к премиуму, раз ты это все инвестируешь. Это определяешь как бы. Потом ты считаешь инвестиции, у многих ошибок, которые приезжают вот с Украины, когда мыслят, то, что мы уже об этом говорили, о рентабельности, о том, как по наитию так, как мы работали в Украине. Нет, здесь так не работает. Ну, мы понимаем, что у нас есть там ФОПы, оптимизация различные и так далее, и так далее. Тем более сейчас перед войны там определенная налоговая оптимизация. Там 2% можно вообще да, сделать. да. Ну, даже если это 5, как бы это не та немножко Ну, история. это совсем другая Здесь история. в Польше так это не работает. Ты должен, если ты работаешь белую, а мы говорим о белой, ну, если ты хочешь дальше развиваться, то есть все сразу хочу сказать, надо сразу все планировать в белую, потому что вот эти все истории в черную, в серую, где-нибудь как-то, потому что мы понимаем, какие-то гаражные кабинеты, но это не о долгосрочной перспективе. Да, день, 2, неделя. Но если ты строишь бизнес как бизнес, то по-любому нужно бело. Поэтому ты должен закладывать бухгалтерию, ты должен просто брать, посчитать, в какой форме налогообложения будет твои сотрудники, сколько будет сотрудников, на какие специалисты тебе нужны, начиная с администратора, заканчивая там врачом, да, сколько примерно рынок, ты оцениваешь рынок, сколько ты будешь платить ему зарплату, соответственно, ты рассчитываешь налоги, соответственно, из этого... Нетто-бруто в случае Польши. Нетто-бруто, да. При этом ты примерно, здесь ты можешь взять с Украины твой опыт предыдущий или твоего какого-то партнера, да, сколько ты тратишь на материалы, это похожие вещи, здесь можно посчитать, то есть как бы твоя расходная часть будет похожа, потому что плюс-минус цены там на материалы, они могут отличаться, но в среднем... Половина с Европы и едет. Абсолютно верно, да. Поэтому в среднем как бы что-то дороже, что-то дешевле. Но с этим ты можешь заложить это. Ты смотришь, и тут не надо сильно как бы страдать по этому поводу. Ты смотришь среднее по рынку, по цене, а ты далеко не отклонись от него, потому что то, о чем мы уже говорили, сегодня, да. Поэтому ты можешь для себя примерно составить бизнес-план, в принципе, не будучи там каким-то стратегом глобальным, сколько нужно зарабатывать, вычесть налоги, на какую ты выйдешь рентабельность, готов ли ты. И вот цифры там примерно по оборудованию, поэтому назвал. И ты, в принципе, для себя можешь просчитать свои, как бы, всю историю. Да, хотел сразу еще сказать, в Европе есть особенность. Нужно учитывать, что не вся твоя маркетинговая стратегия, которую ты знаешь, любишь в Украине, там, Инстаграм, Фейсбук, там, мы самые Лиды, лучшие, трафик, там, да? что мы вообще самые крутые. А с блогерами в Украине работали? Да, немножко работали. В Украине это популярная просто модель. Да. Но я хочу сказать, что если мы говорим о польском законодательстве, здесь очень серьезно нужно относиться, мы же сегодня говорили, да, К рекламе медицинских услуг, о том, что ты там самый лучший. Ты не можешь говорить, что ты самый лучший, ты просто должен говорить, что ты этим, да, занимаешься, но здесь, поэтому вам нужно вникнуть в вот это польское законодательство, в принципе, есть об этом информация, и просто эти моменты учитывать. И плюс к этому тебе нужно понять, ты будешь работать на польском, с польским сегментом, либо ты будешь работать с украинским сегментом. Я уже об этом говорил, это две немножко разные политики. У нас есть идея создать именно суббренд, так поделюсь, да, каким-то суббренд, который будет работать в польском сегменте. Для того, чтобы работать в польском сегменте, как минимум, это тоже будет влиять, каких сотрудников ты будешь набирать. Потому что если ты будешь работать в польском сегменте, тебе нужно, ну, процентов 60-70 иметь польских сотрудников. Поляк пойдет, кроме того, что там услуги какие он будет выбирать, он пойдет к поляку, он пойдет к польскоязычному, и это очень-очень важный момент. Поэтому, а украинец идет к украинцу. Вот Ну это да. тоже такой момент. Как бы. Окей, давайте я подрезюмирую, а вы меня поправьте, если я Да. где-то не так понял, да, сегодняшний наш день, который мы провели вместе. Для того, чтобы запустить медицинский бизнес, ну, в частности, мы говорим про стоматологию, нам нужно, первое, определиться с нишей, и второе, внутри ниши с сегментом, на какую целевую аудиторию мы будем работать. Третье, посчитать бизнес-план, свою бизнес-модель, юнит-экономику. Четвертое, разобраться с локацией, с местом и с санэпидом. Пятое, разобраться с сотрудниками, разрешениями на работу и, самое главное, с текущей возможностью, да, что все-таки быстро, без нострификации диплома, да, зарядить их в работу.
По сути, все это называется зарядить в работу сотрудников. Да? Шестое, там юридически все оформить, компанию и там стартовать работу. Да, и напоминаю еще, да, это При этом важный есть две момент. конструкции, арендовать уже готовое помещение со всем оборудованием, что очень сложно и достаточно дорого. Там, за две локации 25 тысяч евро, не Да. каждый себе может вообще позволить Абсолютно. такую цифру в целом. Либо вторая конструкция, это искать локацию с нуля, но которая сразу подходит по параметрам вентиляции Санэпида. Параллельно стартовать делать бизнес. процессы, да, параллельно делать, настраивать бизнес-процессы, считать, как бы, да. Правильно я мыслю или Да, нет? и Потому хочу что еще я как сказать, простой- да. Ребят, я думаю, что у нас насыщенное получилось интервью. Было сегодня круто проведен день с ребятами. Спасибо за возможность поделиться. На самом деле, я всегда кайфую, когда можно поделиться своей историей. И, собственно, я вас призываю обращаться к нам, лайкать это видео. Чем больше его людей увидит, тем круче это будет ранжироваться. Мы ждем всех в Мистоденте и в качестве как пациентов, поэтому присоединяйтесь. Друзья, спасибо за просмотр этого видео. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Внизу под видео вы найдете все контакты нашего героя и на его продукт, если вам нужна услуга, и в целом на него, там, в том числе на его институт. Пишите вопросы в комментариях, что вам еще интересно узнать. И хорошего вам бизнеса в Польше. Если вам нужна помощь в регистрации компании, открытии ИП и бухгалтерии, тоже пишите нам, все ссылки в описании. Попадки!